В этом видео поговорим о том, как ирландский проповедник своими глазами видел в Сирии заброшенные города великанов. Что это за дома, куда они делись, обсудим в самом конце видео. Джозиас Лесли Портер был ирландским пресвитерианским священником, миссионером и путешественником. В 1844 году Портер получил лицензию на проповедование от пресвитерианства Дерри. Затем он был отправлен в Дамаск в качестве миссионера к евреям миссионерским советом Ирландской пресвитерианской церкви. В декабре 1849 года он прибыл в Сирию и оставался там 10 лет. Давайте далее я приведу его карьеру, чтобы было понятно, что Портер занимал довольно высокие посты и, скорее всего, не был фантазером и выдумщиком. Он написал несколько книг, названия вы видите на экране. Нас интересует следующая книга «Гигантские города Башана и святые места Сирии». В этой книге он пишет следующее. Рефаимы, то есть гиганты, ибо таково значение этого имени, люди высокого роста, по сравнению с которыми еврейские шпионы долгое время спустя говорили, что они похожи на кузнечиков. Это были коренные жители Башана и, вероятно, большей части Ханаана. Большинство из них вымерло или было истреблено в очень раннем периоде. Но несколько замечательных представителей этой расы, таких как Голиаф, Сипай и Лахми, наводили ужас на израильтян и были защитниками их врагов еще во времена Давида. И, как ни странно, традиционные памятники этим первобытным гигантам существуют даже сейчас почти в каждом уголке Палестины в виде могил огромных размеров, как могила-статуя Авеля близ Дамаска длиной в 30 футов, статуя Сифа в Антиливане примерно такого же размера и статуя Ноя в Ливане длиной не менее 70 ярдов. Столицей и твердыней рефаимов в Башане был Аштерот-Карнаим, названный так в честь богини, которой там поклонялись, известной как Двурогая Астарта. Если мои читатели согласятся сопровождать меня в предлагаемой экскурсии, мы вскоре увидим, что города, построенные и заселенные этими древними гигантами около 40 веков назад, существуют и по сей день. Я ходил по их улицам и открывал двери их домов. Я мирно спал в их давно опустевших залах. Мы также увидим, что среди массивных руин этих замечательных городов находятся скульптурные изображения Астарты с полумесяцем на лбу, который дал ей имя Карнаим. Одну из этих изуродованных статуй я зарисовал в городе Кинат. И там же купил у пастуха старинную монету с отчеканенной на ней фигурой богини в полный рост. Состояние Башана совершенно иное. Он буквально переполнен городами и большими деревнями. И хотя подавляющее большинство из них заброшено, они не разрушены. Загадки седой древности, безусловно, интересны, но не менее интересно, что ждет нас в недалеком будущем. Уже этой зимой многим будет не до шуток, ведь Россию ждет самая мощная волна перемен с 90-х. Однако те, кто смотрит канал «Мультипликатор», почти всегда знают, что будет наперед. Еще в 2024-м он предвидел победу Трампа, точно предсказал начало переговоров и снижение ставки ЦБ, давал верные прогнозы по курсу доллара и юаня, а сейчас он понятно объясняет, какие потрясения ждут россиян уже зимой и как подготовиться к ним заранее. Рекомендую посмотреть и подписаться на канал «Мультипликатор», ведь предстоящие события коснутся каждого. Ссылки в описании. Я не раз входил в заброшенный город вечером, занимал уютный дом и спокойно проводил ночь. Многие дома в древних городах Башана находятся в идеальном состоянии, как будто их строительство было закончено только вчера. Стены крепкие, крыши целые, двери и даже ставни на своих местах. Пусть мои читатели не думают, что я переписываю отрывок из «1001 ночи». Я излагаю трезвые факты. Я просто рассказываю то, что видел, и что намерен сейчас более полно описать. Но как, спросите вы меня, мы можем объяснить сохранение обычных жилищ в стране руин? Если бы один из наших современных английских городов был заброшен на тысячелетия, вряд ли сохранился бы фрагмент стены. Ответ достаточно прост. Дома Башана – необычные дома. Их стены толщиной от 5 до 8 футов, сложены из больших квадратных базальтовых блоков, крыши сделаны из плит того же материала, оттесанных как доски, и простирающихся от стены до стены. Сами двери и оконные ставни каменные, подвешенные на стержнях, выступающих сверху и снизу.
В некоторых из этих древних городов от 200 до 500 домов все еще сохранились, но ни одного человека, который мог бы в них жить. Однажды с зубцов замка Салка я насчитал около 30 городов и деревень, усеивающих поверхность обширной равнины. Многие из них почти так же совершенны, как когда они были построены. И все же, вот уже более 5 веков, ни в одном из них не было ни одного жителя. Остановка каравана, заброшенный город. Солнце село, и короткие сумерки стали короче из-за тяжелых туч, плывущих по небу. Начался сильный дождь, делавший перспективу ночного перехода или стоянки одинаково неприятной. Я все же ехал сквозь тьму, пытаясь рассеять мрачные предчувствия волнующим воспоминанием о древней славе Башана и мыслью о том, что теперь ступаю по его земле и направляюсь к великим городам, основанным и населенным 4000 лет назад великанами-рефаимами. Прежде чем наступила тьма, Муса указал мне на башни 3 или 4 этих городов, возвышающихся над скалистым барьером Леи. Как же я тщетно напрягал глаза, пытаясь разглядеть сгущающийся мрак. Теперь я знал, что некоторые из них должны быть совсем рядом. Резкий стук копыт моей лошади по мостовой напугал меня. За этим последовало болезненное спотыкание на камнях и подворачивание конечностей среди острых скал. Небо над головой было черным. Земля внизу черной. Дождь хлестал мне в лицо, так что ничего не было видно. Был объявлен привал. И с немалым удовольствием я услышал приказ каравану остановиться на покой до восхода луны. «Есть ли какое-нибудь место?» – спросил я араба рядом со мной, где мы могли бы укрыться от дождя. «Для вас готов дом», – ответил он. «Дом? Здесь есть дом?» «Сотни их. Это город Бурак. Нас повели по ухабистой извилистой тропе, которая, насколько мы могли разглядеть в темноте и по движению наших лошадей, казалась чем-то вроде разрушенной лестницы. Наконец, на фоне неба начали проступать темные очертания высоких стен, и вскоре мы выехали на мощеную улицу. Здесь нам велели спешиться и отдать лошадей слугам. Араб зажег свечу и, пригласив нас следовать за ним, прошел через низкую мрачную дверь в просторную комнату. Я с немалым интересом осмотрел помещение, которое мы так бесцеремонно захватили. Но свет был таким тусклым, а стены, потолок и пол настолько черными, что я не мог ничего толком разглядеть. Взяв у одного из слуг фонарик, я зажег его и приступил к осмотру таинственного особняка. Ибо, хотя я промок под дождем и устал от 12-часовой езды, я не мог успокоиться. Я чувствовал волнение, какого никогда прежде не испытывал. Я едва мог поверить в реальность того, что я видел, и что я слышал от моих проводников в ответ на их нетерпеливые вопросы. Дом, казалось, претерпел мало изменений с тех пор, как его покинул старый хозяин. И все же толстая азотистая корка на полу показывала, что он был заброшен в течение долгих лет. Стены были идеальными, почти 5 футов толщиной, сложными из больших блоков тесанных камней, без извести или цемента любого вида. Крыша была сделана из больших плит того же черного базальта, лежащих так ровно и соединенных так плотно, как будто рабочие только что закончили их. Они были 12 футов в длину, 18 дюймов в ширину и 6 дюймов в толщину. Концы опирались на простой каменный карниз, выступающий примерно на фут из каждой боковой стены. Комната была 20 футов в длину, 12 в ширину и 10 в высоту. Внешняя дверь представляла собой каменную плиту высотой 4,5 фута, шириной 4 и толщиной 8 дюймов. Она висела на шарнирах, образованных выступающими частями плиты, входящими в гнезда в перемычке и пороге. И хотя она была такой массивной, я мог легко открывать и закрывать ее. В одном конце комнаты было небольшое окно с каменной ставней. Внутренняя дверь, также каменная, но более тонкой работы и не такая тяжелая, как другая, вела в комнату того же размера и вида. Из нее гораздо большая дверь сообщалась с третьей комнатой, в которую можно было спуститься по пролету каменных ступеней. Это был просторный зал, равный по ширине 2 комнатам и около 25 футов в длину и 20 в высоту. Поперек нее была перекинута полукруглая арка, поддерживающая каменную крышу, и ворота, настолько большие, что верблюды могли входить и выходили на улицу. Ворота были каменными и находились на своем месте, но на пороге скопился какой-то мусор и, казалось, он был открыт целую вечность. Здесь наши лошади были удобно размещены. Таково было внутреннее устройство этого странного старого особняка.
У него был всего один этаж, и его простой, массивный стиль архитектуры свидетельствовал об очень далекой древности. На большом камне, который образовывал перемычку ворот, была греческая надпись, но она находилась так высоко, а мой свет был таким слабым, что я не смог ее разобрать, хотя я мог видеть, что буквы были самого древнего типа. Вероятно, это та самая, которую скопировал Буркхарт и которая имеет дату, по-видимому, эквивалентную 306 году до нашей эры. Из-за темноты ночи и краткости нашего пребывания я не смог лично оценить ни размеры бурака, ни общий характер его построек, но люди, собравшиеся вокруг меня, когда я вернулся в свою комнату, часто посещали его. Они сказали, что все дома были похожи на тот, который занимали мы, только некоторые меньше, а некоторые больше, и что там не было больших зданий. Бурак стоит на северо-восточном углу Леджи и, таким образом, является одним из пограничных городов древнего Аргоба. Он построен на скалах и окружен скалами настолько дикими и неприступными, что делает его естественной крепостью. После нескольких часов отдыха был снова отдан приказ к выступлению. Мы нашли наших лошадей у входа и, сразу же сев на них, последовали за Мусой. Дождь прекратился, небо было ясным, и ярко светила луна, наполовину открывая дикие черты окрестностей Бурака. Я никогда не забуду эту стену. Огромные массы бесформенных камней возвышались тут и там, среди и вокруг домов, на высоту 15 и 20 футов. Их вершины были зазубренными, а склоны разрушенными. Между ними были ямы и зияющие трещины, столько же футов глубиной. А плоские поверхности голых скал были густо усеяны огромными валунами базальта. Узкая извилистая дорога, по которой Муса вывел нас, местами проходила над расщельными, а местами прорезалась сквозь скалы. Вдоль нее тянутся древний акведук, который в прежние времена подавал воду из соседнего зимнего ручья в резервуары и водохранилища, от которых город получил свое нынешнее название – Бурак, резервуары. Медленная, но утомительная поездка длиной в час вывела нас из этого лабиринта скал и, через русло потока, вывела на прекрасную равнину. Выложу книгу в Телеграм. Кто хочет, почитайте. Что можно сказать насчет услышанного? Меня удивило, что в этом фрагменте он описывает статую Сифа в Антиливане и статую Ноя в Ливане, как будто они еще существовали в середине XIX века. Сейчас этих статуй уже нет. О том, что они когда-то стояли, говорят легенды и мифы. Одна статуя была высотой 60 метров. Почему об этом чуде мы доподлинно ничего не знаем? Куда они делись? Их что, взорвали, разобрали и вывезли? Или они были уничтожены природной катастрофой? Доподлинно неизвестно. Теперь, что касается домов. Удивительна толщина стен домов – 1,5 метра. Вес базальтовой потолочной плиты – 764 килограмма. Обрабатывали, естественно, медью с песочком и поднимали с помощью древесины. Входная дверь, не сказать, что великанская, скорее дверь для карликов. А вот ворота были огромные, такие, что мог зайти верблюд. Размер комнат не впечатляет, а вот зал, его размеры 7,5 на 7,5 метров, а высота 6 метров. В принципе, человеку ростом 3-3,5 метров было бы достаточно. Возможно, автор ошибся, и он хотел сказать 2 длинные комнаты, и тогда 12 на 7,5 метров. Тогда такого размера комната была бы под стать великану. На вторую половину XIX века старинные дома сохранились, но к началу XX века эти заброшенные города с целыми домами куда-то бесследно пропали. Я привожу вам фотографии этих мест, и мы видим лишь холмы и пустыню. Возможно, дома были засыпаны песком, и их предстоит откопать. Часть архитектуры гигантов прошлого, я думаю, это Баальбек. Хороший вопрос, почему эти города не были заселены. Я думаю, из-за повреждения системы водоснабжения, а также из-за невысокой плотности населения тех лет. Попросту не было людей, чтобы они заселили эти города. Я вам уже зачитывал описание стран начала 20 века, и такое ощущение, что мир жил после какой-то катастрофы, настолько была разруха практически по всему миру. Давайте не будем доверять одному источнику. Перепроверим информацию из книги, для чего обратимся к другим источникам. Башан. Древнее библейское название самой северной части Трансиордании в Железном веке.
Она расположена на территории современной Сирии. Башан упоминается в еврейской Библии 59 раз. На протяжении всего монархического периода Башан был предметом спора между царствами Израиля и Арам-Дамаска. Насколько я понимаю, в Бытии 14 говорится о неких событиях, произошедших в регионе, называемом Башан. В Бытии 14 также говорится о Рифаимах или Исполинах. В еврейской Библии термин «рифаимы» может обозначать древнюю расу гигантов, населявших Израиль в Железном веке, или места, где, как считается, эти люди жили. Согласно книге Бытия 14.5, царь Кедорлаомер и его союзники напали на рифаимов в Аштеров-Карнаиме и разбили их. А на этом все. До новых встреч. Пока.